Всем привет! Сегодня в обзоре часы Casio. Модель называется MCW100H. Давайте познакомимся с этой моделью поближе. Это первый обзор в сети, который я делал. Я когда заказывал эту модель, не нашел ни одного видео, посвященного этим часам. Итак, значит, это хронограф от фирмы Casio. Модель, в общем-то, новая. В крупном корпусе, такой брутальной формы, с наплывом, с множественным наплывом. Здесь тоже на корпусе есть выступы, которые защищают стекло. Стекло, обратите внимание, куполообразной формы, то есть вот эффект линзы появляется, виден. Толщина корпуса 13 мм. Размер корпуса, если мерить между крайними точками, отсюда до сюда, целых 50 мм. То есть часы крупные, брутальные. Они хотят такими казаться, и они такими и выглядят. Крупные цифры, то есть все очень хорошо читается, и за счет того, что светлые цифры на темном фоне очень контрастно видно. Эта модель имеет водозащищенность 100 метров. Давайте посмотрим на заднюю крышку. Задняя крышка сделана из нержавеющей стали. Написан номер модели, номер модуля, используемого в этой модели. Также водозащищенность 10 бар или 100 метров. Японский механизм и то, что часы собраны в Китае. Крышка закреплена 4 винтами. Еще раз вернемся к корпусу. Корпус полностью из пластика, такой вот агрессивной формы с наплывами. Пластиковый же ремешок. Пластиковая скоба, но из моей практики, в общем-то, никаких проблем с этим не возникает. То есть такие ремешки служат достаточно надежно. Хочу отметить, что стекло акриловое, к сожалению, но наплывы на корпусе, выступы на корпусе защищают его от царапин и повреждений. Крупная часовая минутная стрелка с большим количеством светонакопителя, крупные часовые метки, указатель даты в районе 4 часов. Также часы оборудованы хронографом. К хронографу относится вот этот маленький циферблат и этот. Это секундная часть. Это отвечает за минуты до 30 минут. Запускается вот этой кнопкой. Хронограф с функцией промежуточного результата сплит. Можем мы остановить. Как видим, показания остановились. Мы можем их считать. По прошествии этого времени, когда мы считали, мы можем нажать снова кнопку. Видите, секундная стрелка перескочила в нужное положение. И мы делаем окончательный стоп и сброс. Вот этот маленький циферблат отвечает за показания часов в 24-часовом формате. По нему вы можете определить до полудня или после полудня сейчас на часовой стрелке. Часы имеют механизм быстрого вставления даты в среднем положении ключа. Видите, дата вставляется в среднем положении. Ну и в крайнем положении выставляется время. Вот, пожалуй, и все. Что еще хочу сказать. Когда я эти часы увидел, я захотел их вот сравнить с таким Casio G-Shock G100 модель. Вот, как видно, эта модель сделана по мотивам, то есть как бы некоторые варианты корпуса даже так вот напоминают эту модель. То есть мы можем сравнить похожие мотивы. Вот эта часть выступающая, чуть другой формы, но как бы определенные мотивы угадываются. Еще прошу обратить внимание, что ключ очень сильно утоплен, вернее даже не утоплен, а защищен этими выступами, точно так же, как и вот эти управляющие кнопки. То есть случайно их не нажмешь, они хорошо защищены. Это видно, что эти выступы защищают от случайных нажатий. Все, осталось теперь показать часы на руке. Хочу сказать, что часы не тяжелые, 70 грамм они весят. Вот часы на руке, на моем небольшом запястье, диаметр запястья 18 сантиметров. Вот так смотрятся эти крупные часы. Еще раз подчеркну, что размер корпуса отсюда до сюда 50 миллиметров. Ну, легкие, комфортные, в общем-то, не слышно. Для моей руки, наверное, немного крупноватые. Сейчас попытаюсь показать работу люминофора.
Сейчас давайте посмотрим работу люминофора. Видно, что люминофор яркий, хорошо виден. И еще хочу сказать, что в условиях недостаточной освещенности, вот как сейчас, очень хорошо видно за счет того, что цифры контрастные, и метки часовые контрастные, и крупные белые стрелки. В общем-то, хорошо видно даже без люминофора все показания этих часов. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Twitter для того, чтобы покупать товары в Америке по хорошим ценам. Всем пока, счастливо!